Всем привет! Ну что ж, дошла очередь и до всеми любимого Фурипрота. За все это время за мной закрепилось клеймо ярого противника этого билда. На самом деле это не так. Я время от времени с завистью поглядываю на рыжие логи Фурипротов, и временами хочется разнообразить свой геймплей. Ну а кто часто бывает у меня на стримах, знает, что периодически заходят различные войны, и настоятельно мне рекомендуют бросить заниматься ерундой и уйти в Фурипрота. Агро больше, урон больше, красивые циферки, хороший цвет логов, что еще надо. Но так ли все хорошо, как кажется? Давайте покопаемся в этой теме. Я не буду рассказывать на своем примере, как это делаю обычно, а возьму в пример несколько любопытных трудов, в том числе зарубежных. А начнем мы с одного зарубежного гайда, который мне недавно попался и который подтолкнул к созданию этого видео. Мне даже кажется, будет легче понять информацию, комментируя этого игрока, поскольку в его материале есть как грамотные вещи, так и заблуждения, которые мы обсудим. Ссылочку на гайд я оставлю в описании, вышел он недавно, и, на мой взгляд, на сегодняшний день это одна из достойных работ среди англоязычного контента, хотя и не идеальная. Начнем с билда, в котором автор сообщает, что отличие Фурипрота от Дипа заключается в том, что мы забираем у Дипа не сильно важные таланты и вкладываем их в Фури-ветку. Что мы теряем? Теряем тактик мастере, и бодро скакать по стоечкам уже не получается. Сильная потеря, на ваш взгляд? На самом деле большинство игроков даже не используют смену стоек в бою и практически все время находятся в защитной. Поэтому для них это не особо важные таланты. Интерсепты в рейдах мы делаем редко. Даже я вообще никогда не видел, чтобы воины их использовали. Цели в основном все статичные. Громовую поступь большинство танков тоже не используют. Поскольку в текущих реалиях много воинов уже имеют Thunder Fury, у которого эффект замедления атаки босса сильнее, и он не стакается с эффектом Thunderclap. Но особо прошаренные все же используют неидеальную механику спелбатчинга и успевают, к примеру, прыгнуть в дев-стойку после чаржа с получением ярости со скилла. Пример макроса, как это можно сделать. Идем дальше. В той же Армс ветке мы теряем бонус к урону с критов и блиды с критов. Важная потеря? На самом деле да. Это полезные таланты, которые давали нам несколько процентов прироста к агро, но теперь их вроде как должны заменить таланты Фури ветки, и эта потеря должна быть достойно компенсирована. Теперь смотрим, что мы теряем в прот ветке. У автора гайда на самом деле для примера выбран очень трэшовый вариант дипрота с прокачанным таунтом, усиленным шилдволом, прокачанный чардж, не взяты те таланты, про которые я только что рассказывал. Естественно, такой мусор терять не жалко, тут даже и спорить не нужно. Мы теряем 5-секундный стан, который в рейдах практически бесполезен. Теряем 10% урона с одноручки, который опять же должен быть компенсирован фури-веткой, и теряем самый золотой талант, ради которого собственно и берется дипрот. Shield Slam. Автор нас успокаивает, говорит, что ничего страшного, кровожадность достойная замена. На самом деле нет. Shield Slam очень агрогенерящая способность, и что самое важное, он идеально вписывается под наш танковский гир. Огромное количество рейтинга блокирования щитом усиливает эту способность и без того сильным базовым тритом, и чем жирнее мы одеваемся, тем сильнее он бьет и генерит агро. Так что доводы в том, что Bloodfist хорош тем, что скалируется от шмота в отличие от Shield Slam, не дают ему должного веса. Кровожадность слабоватенько конкурирует с этим талантом и лишь выступает средней заменой. И автор говорит, существует миф, что фурипроты менее устойчивы, чем дипроты. А тут вы видите, что в этих талантах мы ничего в выживании не потеряли и все важные таланты сохранили. В этом он прав, конечно. Только дело-то не в талантах. Фурик теряет выживание совсем по другим причинам. У Фурипрота частично отпадает необходимость в щите. Ему уже не нужно ориентироваться на шмот с блок рейтингом. Он меняет свой шмот больше на хит, крит, АП, чем на деф, и уже больше полагается на то, что хилы его не уронят. И химия, конечно же. Бутылка на армор может и компенсировать недостаток брони от щита, но она не даст блокировку урона. Если вы помните с предыдущих материалов, заблокированный урон не может быть критическим. Соответственно, Фурипрот без щита будет ловить все криты и краши, и никакие таланты и эликсиры не помогут. Но в условиях, когда уровень хилов позволяет держать такого танка, проблема выживания уходит на второй план. И ответственность за жизнь танка полностью ложится на плечи хилов. На босса, где уровень агро не сильно важен, можно все же одевать щит. Благо в прответке мы сохраняем раскладку на шилд-блок именно для таких случаев. Вернее, рекомендуется так.
На таких боссах, как Хромагус, мы начинаем с дуалами. И набрав необходимый уровень агро, одеваем щит, и на фазе инрейджа урон по танку будет проходить не так сильно. Ну или, например, на Нефарине, на Варрамском Класколе. Будет не лишним одеть щит и повысить свои шансы на выживание. Вы должны уже сами чувствовать, когда это необходимо. Щит легко одевается в бою, и вам не нужно полагаться на хилов и судьбу. Ну, прожиматься именно тогда, когда это важнее агро. Будет обидно отъехать со всеми бафами, лучше перестраховаться. Для удобства смены вооружения пропишите на горячие кнопки вот эти вот самые макросы. Рассмотрим теперь те полезные плюшки, которые мы приобрели в Фури. Enrage, увеличивающий наш урон на 25%. Сильный талант. В теории Enrage мы могли взять и в Дипроте. Очков хватило бы, но в Дипе у нас не стояла такая задача. В Армсе были более интересные таланты. Если вдаваться глубже, эта группа талантов не настолько эффективна в Дипе, как в Фури. Ну, поскольку получение критов в Дипе минимизировано, а в Фури этот баф будет висеть на нас постоянно и, собственно, максимально помогает нам в том, для чего Фури Прота и взяли. Ради максимально высокого агро. И, естественно, это проходной талант к Флуре, к еще одному великолепному таланту, дающий нам с критов 30% скорости атаки. Естественно, под эти таланты нам предъявляются новые требования по экипировке. Танковские сеты хороши, но на них абсолютно нет крита, мало хита, и, естественно, показатель блокирования уже не так востребован воинам, танкующим без щита, поэтому рекомендуется часть шмота заменить, исходя из этих потребностей. Кроме всего прочего, появляется талант Deadwish, увеличивающий урон на 20% и снижающий броню на столько же. Ну и бонусом дающий иммун к страху. Переходим к самому интересному, к ротации. Как всегда, накидываем перед пулом Berserk Rage и начинаем с Deadwish. Да, он режет нашу броню, ну мы же хотели агро, поэтому старт всегда начинаем с него. Прожали Deadwish, проюзали алмазные фляжки или что там есть из бурстов и погнали. Вашим сопартийцам важно понимать, что Фури Прот разгоняет свое агро уроном. И в начале боя остальные воины должны помочь скинуться по Сандеру для успешного старта. А в дальнейшем танк будет только поддерживать эффект. По сути, ротация танкования в Фури Проте не сильно претерпела изменения. Что мы видим? Вместо Shield Slam мы теперь бьем кровожадностью. Реванш применяем по проку, не так часто он будет прокать, как при танковании щитом, но будет. Он также генерит много агро за относительно небольшую стоимость. Также навешиваем сандеры для поддержания эффекта и сливаем избыток ярости героиками. Следует понимать, что сандеры имеют важное значение в ротации, но приоритет их не на самом высоком уровне, а скорее в районе 4-го места. Постарайтесь их пропихивать в свободный ГКД между спамом героиков. Дело в том, что если у вас есть кап хита, то при зажатом героике атака с левой руки считается как бы желтой атакой. Ну что-то вроде спелбатчинга. Нельзя сказать, является ли эта механика ошибкой или так было запланировано в ваниле, но в любом случае Blizzard прокомментировали, что исправлять ее не будут. Поэтому вы, будучи МТ, почти 100% будете попадать левой рукой, что дает вам достойный буст по агро и раге. В связи с этим возникает вопрос, что лучше, медленный мейнхенд или быстрый? На Ваэле ответ очевидный, конечно же быстрый. Но на остальных боссах нужно смотреть, хватает ли ДПС вашей левой руки и дамага по вам, чтобы у вас всегда было необходимое количество раги и зажат героик. И, конечно, по этой причине рекомендуется начинать бить цель с героика. По сути, все. Ну, на всякий случай напомню, что проводится это все в защитной стойке, поскольку модификатор угрозы в ней выше и по механике по прокачке талантов. Ну, а то мало ли. Отсутствие тактик мастера не позволяет нам прыгать по стойкам, поэтому до конца боя проводим в деф-стойке. Ну, в этом есть, конечно, масса неудобств. Нельзя оперативно поражать дразнящий удар, нельзя быстро дать интерсепт, когда Рагнарос тебя откидывает. Но это ситуации, которые не часто встречаются, поэтому перетерпим. Теперь же вернемся к подходящему гиру для нашей эффективной игры. Я не буду копировать бис-лист из вышеупомянутого гайда. Сначала я прикинул свой вариант, потом решил проконсультироваться с игроком, играющим на самом высоком уровне среди русского сообщества, и я понял, что то, что я написал, игрокам не поможет. Скорее подвергнет их в заблуждение. Вместо готового прибис-листа я проведу небольшой экскурс. Итак, когда же спекаться Фури Прота? Этот вопрос начинает беспокоить молодых игроков, начиная с небольших уровней. Для начала, ребята, вы должны понимать, что для того, чтобы эффективно играть Фури Протом, одного спека мало. Фури Прот очень переоценен, и на старте развития персонажа ничего лучше Дипрота для вас не будет. Фиксированный, базовый трит, Shield Slam компенсирует недостаток атакующих статов. Основной набор трита у Фурика идет от урона,
а нормальный урон он может наносить очень даже не скоро. Для начала танку нужно собрать минимум 6 хита, 20% крита, около 1000 АП и хотя бы поднять 4500 хп. При том, что выхватывать урон он будет этак раза в 2 больше дипа. Для того, чтобы удержать такого танка, нужно как минимум 3-4 хила, которые будут работать только на него. В то время, когда одинаково забафанный World Buff'ами Deep Rot, выдаст примерно столько же агро благодаря Shield Slam'у. Fury Prot не имеет таких же капов, как Fury Var, у него нет столько хита, крита, как у ДД. В то время он, в отличие от них, бьет цель в лицо. А это 13% парирования, 5 доджа, 5 блока. Получается, что около 20% ударов уходит в молоко. И вот этот недостаток должен восполняться World Buff'ами. Чтобы был какой-никакой буфер между возможностью срыва. Теряя бафы, Fury Prot очень сильно проседает по своему потенциалу, по-прежнему эффективен. Да, он еще что-то может. Если повезет со стартом боя, пропрет на криты, может все пойти хорошо, а может все через одно место. Fury Prot хорош, очень даже хорош, но нужен он только тогда, когда ваши дамагеры начинают выдавать достойные логи. А сам танк должен быть одет, если не в бис, то не сильно отставать по гиру от самых топовых ваших рейдеров. Поэтому такое понятие, как прибис или пререйд для Fury Prot я рассматривать не буду. Хотя рекомендации такие видел. На сегодня мы закончим, но эту тему еще продолжим. Не забывайте подписываться на канал и удачи, не болейте.